Очередной убийца Геншина вышел, собрал кассу и оказался пустышкой. Или все-таки нет? Поиграл я в этот ваш Arknights Impact с первого дня релиза, загриндил все, что только было в кайф, и знаете что? Это самая спорная гача из всех, которые я пробовал глазами новичка. С одной стороны, она немного проигрывает Геншину и другим проектам Huoverse, но играть в нее тупо приятней. Многие вещи упростили так, что ты кайфуешь от процесса, не работаешь в еще одной гаче. А с другой, за это удобство разрабы взяли немаленькую цену. Недоделанная боевка, геймплей для галочки и куча нюансов, не зная которых даже не стоит играть. Забыл сказать, в моменте у меня даже залагал журнал новичка, и я не мог банально продвинуться дальше по прокачке. Не говоря уж о вот таких вот казусах. А местная гача и гринд ресурсов настолько жадные, что даже Геншин на их фоне кажется святым. Поэтому в этом видосе я расскажу, стоит ли играть в Arknights или нет именно тебе. Плюс отвечу на вопрос, в чем фатальная ошибка Arknights'а и почему это суровый диагноз для всех будущих гача игр. Ну и приятного наблюдения за моим MP4 файлом. Напиши свой королевский дизлайк и отпишись, если еще не подписался. Ну и напоминаю, Telegram, Discord и Boosty в описании. Пролог по классике начинается с выбора ГГ, после чего нам максимально продают все приколы того, что игра на Unity, плюс мультяшную стильную графику. Далее проходим начальное обучение, знакомимся с Перликой, и наш ГГ Энбин просыпается спустя 10 лет смачных 5 минуток сна. А если точнее, то мы просыпаемся из своего рода VR-пространства, которое нужно было для того, чтобы мы по чуть-чуть приходили в себя. Маска, кстати, нужна по той же причине. Затем, когда мы узнаем, что оказывается опять мир крутится вокруг ГГ, и мы вообще создатели вселенной, Перлика, наш зам, проведет экскурсию по борту Дидзянь и введет в курс дел. Вот это мерзкое непроизносимое название, если что, это такая база, на котором находится ядро нашей компании. Но вдруг случается ужасное. Поступает сигнал бедствия с одной из зон высадок на Фалос 2. Это есть что планета, на которой будут происходить дальнейшие события игры. Мол, чувак, нас попускают, умоляю, помогите, шлепсы, да и вообще там планете опасность грозит, йоу. Поэтому мы на мотоцикле вместе с Перликой отправляемся на спасательную операцию, где все, конечно же, решаем, всех спасаем, а также находим Канеки Кена? Что это стоит здесь? Еще мы там знакомимся с базированными персами, героями там всякими крутыми. Плюс нам открывается кор-механика игры, то есть главное. Мокрая стройка завода. Правда, перед этим там крутки всякие, профили, магаз открывается. С круток мы 100% выбиваем каких-то персов, в моем случае каких-то, обычных. А только затем открывается завод. Просто тонны обучалок вообще со всех сторон, но бояться не стоит. Лично я успешно забивал на 90% дерьма, которому нас пытаются обучить. И решил разбираться сам. Спойлер, многое не потерял, так даже оказалось интереснее, но все на ваш страх и риск. Правда, именно в этот момент многие уже ливают с игры по причине, которую я уже озвучил, просто лень разбираться. Для вас могу посоветовать действовать как я и чисто с кайфом, то есть чуть-чуть париться, но прям фокус на заводе не ставить. Да и блин, ребята, которые не пробовали играть в завод стайл игры, просто попробуйте, вдруг зайдет. Тот же Factorio или на крайняк Create в Майнкрафте. Ну и так вот, разбираясь в игре, улучшая завод и по чуть-чуть прокачиваясь, я обратил внимание на здешний мир. И знаете, идея того, что он состоит из секторов и везде можно ставить любые сооружения, это охрененно. Тем более, когда приходится проводить электропередачи к жилам Рут и ставить там добывалки. Напоминаю, ища обходы и продумывая путь. Это прям новый опыт. Но с другой стороны, то, что мир часто вертикальный и нет такого свободного мувмента, как в Геншине, там барьеры всякие невидимые. Особенно после игры в Геншин с Мавуикой ощущаешь себя, прям лютым инвалидом. Либо просто очень ужасно привык к натландским персам. Ну и думаю, не стоит задевать тему того, насколько тут красиво все выглядит. Вы все, в принципе, видите на картинке сами. А вот по поводу персонажей, они выглядят прям как будто из воска. Хотя, если не обращать внимания, очень даже красивые. Правда, гача жадная, но это не проблема. Ведь существует Hornybox, лучший сервис для донатов гачи, и не только. Тут есть и Геншин, и Вува, и Roblox, и вообще все конкретно. Да даже Steam есть. Недавно же вообще стал доступен для доната Arknights. И донатить тут можно хоть через Telegram-бота, даже заходить никуда не надо. А цены здесь, если что, ниже, чем в официальных магазинах, что при нынешних проблемсах радует и упрощает жизнь. В общем, сервис имба делает все максимально четко и быстро, а сам процесс еще легче. Ищем нужный товар, оплачиваем удобным способом, готово. Все придет либо сразу, либо очень быстро. А ссылка на Hornybox, напоминаю, в описании.
А что по поводу геймплея, он делится на несколько основных частей, как и геймплей у большинства гачхуэ. Но с жирным но, про него чуть позже. Первая часть геймплея — это исследование, побочные квесты, сюжет и в целом прокачка себя. Во время исследования и любых квестов мы бегаем по миру, с кем-то болтаем, что-то узнаем, находим ресурсы, новые руды, новые области, новые технологии для завода, а самое важное — проходим сюжет. Который здесь, конечно, не прям абсолют синема, но лично мне зашел. Хотя в некоторые моменты забываешь, что играешь просто в гачу. По поводу квестов же могу сказать так. Даже побочные задания, несмотря на то, что их спокойно можно скипать, как и вообще любые диалоги, кстати, сподвигают тебя на что-либо. Например, начать производить бомбы, чтобы пройти дальше, открыть какой-то новый проход, а иногда челы, которые сильно гонятся за лором, могут вообще найти разные интересные сюжетные детальки для персов и, в общем, какие-то кусочки сюжета. Казалось бы, в простых побочных квестах. Еще есть функциональные квесты. Они нацелены на то, чтобы открывать новый геймплей. Например, личная мини-ферма, новые области заводов, какие-то улучшения нашего корабля, того самого Динзян, или как его там называют. И, кстати, насчет него. Его тоже можно улучшать. Как и персонажей. Базовый Геншин шаблон, если что, кроме вот этих сфер для оружия, это просто дополнительные бафы. А левел перса и оружия, там, вознесение, артефакты, которые тут фармятся через завод, это, наверное, единственное исключение. Еще сюжет здесь отличается тем, что на Unity сильно лучше выглядит любая анимация. Глаза, рты, передвижения, в целом вообще любое. А помимо этого, у персов тут очень выраженные характеры, что вкупе с тем, что они говорят на разных языках, делает их куда живее, чем, картонные куклы, сами знаете откуда. Тут даже русскоговорящий перс есть. А озвучивал его чел, который озвучивал Геральда из Ривии, Ведьмака, если что. Здравствуйте, администратор. Еще из геймплея вы могли вспомнить про ивенты. Они тут тоже есть, но хвалить их прям я не могу. Просто события с каким-то простым геймплеем. Вот пример здешнего базового ивента. Видимо, разрабам платят за то, что они добавляют какой-то шлак. Зато прокачка тут продумана сильно лучше, чем ивенты, и перекачаться тут нельзя, пока не перейдешь в другие регионы, где будут нужные для персов цветочки. И, кстати, да, это те самые диковинки из Геншина, которые ты в идеале ежедневно должен собирать вообще все. Но тут они еще и менее продуманы внешне. Согласитесь, тяжело отличить розовый гриб от красного гриба, а его от рубинового. И таких моментов здесь прям куча. Такое чувство, что отличаются они только названиями. Зато они тут отмечены по умолчанию, и не надо лезть ни в какую книжку, чтобы их отметить. А еще, помимо них, нужно не забывать про станции снабжения. Ресы, которые ты с них собираешь, нужны для улучшения корабля, а корабль для автоматизации некоторой рутины. Например, выращивание диковинок прямо у себя, то есть тебе даже не придется за ними бегать. Так что, да, ежедневка тут сама по себе простая, но активностей, которые можно сделать, прям до хера. Плюс забавный факт, делик тут обновляется в 12:00 по МСК. Я из Казахстана, и мне так намного лучше. Сделал один делик до школы, а второй в школе, уже после обеда, то есть один день можно полностью не заходить в игру. Как раз завод там ресурсы пофармит и, короче, кайф. Кстати, с телефона, даже на моем закаленном в боях iPhone 11 75 АКБ, который меняет походку даже, да, это правда. Игра пошла хорошо. Это, чтобы вы понимали, самые низкие графики, которые я смог поставить. Те, кто играли в Genshin или WoW, наверняка удивятся. Так что потянет игру любой калькулятор. А вот по поводу боевки, тут все очень скромно. Да, со стороны кажется, что в игре есть целая куча механик, уворотов, способностей, но на деле она однокнопочная. Не потому, что в игре есть только одна кнопка, а тупо потому, что ее еще, как я понимаю, не доделали. Враги просто умирают от спама атак, не говоря о боссах, которых просто скучно и долго надо затыкивать. Чтобы вы понимали, драться можно даже несмотря на экран. Поэтому, сами понимаете, воспринимать ее пока всерьез не стоит. А вот пачки, тир-листы, минмакс и вот эта вся гиперпрокачка персонажей развита тут, к счастью, нормально. На том же Прайдвине уже, чтобы вы понимали, куча гайдов. Ну и теперь пора. Речь пойдет про заводы и их развитие. Думаю, вы уже посмотрели видосы моих коллег и наверняка наслышаны, что кому-то даже может быть тяжело. Но если вы не дофамин-максер, который сидит с 10 телефонами и 20 мониторами с ТикТоком и Ютубом, чтобы мозг вообще не мог осмысливать информацию, то в механиках вам будет разобраться очень просто. Для примера, чтобы изготовить какой-то материал, вы можете прямо в игре глянуть цепочку его создания, а потом примерно реализовать ее, проверить и готово. Сложность растет по чуть-чуть, поэтому влиться очень просто. Разве что при переходе в
Вулин открываются новые механики, но это уже разберетесь сами. Например, я вначале сидел и часами перестраивал свой новичковый мини-заводик. Не потому что мне нужно было, а просто потому что хотел улучшить, оптимизировать. Он со временем рос, открывались поселения, где можно зафармить денег, которые тут нужны для заводов и торговли, то есть это еще одна валюта. А сейчас я вообще все снес и решил сделать максимально грамотную расстановку всего. Поэтому даже перехожу на фиолетовые батареи. Ну и да, на случай чего есть чертежи, но в чем смысл, не знаю. Мне так просто неинтересно. С другой стороны, если лень, почему бы и нет. Если же делать общий вывод по игре, то Arknights кайфовый. Я бы дал оценочку около 9 или даже 8 из 10. Но вы, надеюсь, помните, что я говорил про нюанс и главную проблему Arknights. Ну и будущих релизов Гач тоже. Проблема в том, что несмотря на то, насколько игра будет крутая или там успешная, все равно вернутся в Генш. Потому что, ну, он это уже, как родина какая-то. А во-вторых, из-за того, что такие стильные 3D-шные аниме-проекты требуют больших вложений, прям огромных, разрабы и инвесторы не могут рисковать уйти в минус. Поэтому мы вряд ли увидим гачи, как минимум в ближайшее время, которые не пойдут по близкой Геншину успешной формуле. Тогда получается что? Нас обманули? Заманили крутым экшеном и графоном, а на деле заставили работать на заводе и крутить жадную гачу в попытке повторить успех нашего любимого Геншина? Надеюсь искренне, что нет, и Arknights еще даст жару. А тебе спасибо за просмотр. Напоминаю, телега, дискорд и бусти в описании. И, пока.